Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Виталий. Ну что, если хотите, буду снимать вам просто зарисовки из мест, где я бываю, куда я езжу. Возможно, они будут не совсем связаны между собой, просто как в виде влога. Если вам такое понравится, буду больше снимать такой контент. Вот еду по такому обычному проспекту Сакраменто. На этой улице, именно на этой улице, очень много всяких дилерских, так называемых, по продаже автомобилей. И очень много СТОшек. Просто, вот, если можете посмотреть, тут и справа, и слева. В общем, очень много машин стоит. Это продается, а также тут гаражей много. Вот эта вся улица просто забита автомобилями. Цены, конечно, дорогие. Я когда себе машину искал, мы заезжали, немножко смотрели, но ничего стоящего для меня интересного не было на тот момент. Вот магазин Target, сеть такая известная. Пальмы растут, видите? Видите, сколько автомобилей много. Просто завались. С этой стороны очень много таких траков всяких. Вот, например, бомж живет здесь. Прям у дороги они живут. Вот. Выезжаем на автостраду. Разгоняемся. Сегодня дороги пустые. Суббота, утро. Вот так выезжаем и погнали. Мне минут 15-20 нужно будет проехать по дороге. Едем мы с вами в пригород Сакраменто под названием Лумис. Еду к ребятам домой, в гараж. Будем пробовать своими силами, своими руками поремонтировать мне стартер. Ну, по крайней мере, нужно его снять, посмотреть, в чем причина. У меня бывает иногда машина не заводится, щелкает как бы стартер или втягивающие. Бывает заводится всегда четко с полтычка, а бывает щелк-щелк и не заводится, то есть как что-то клинит. Вот это, в принципе, единственная такая проблема и поломка. Ну, мне кажется, она и была изначально, просто оно не всегда себя проявляет. Вот я купил. Вот. Но так вообще машинка очень классная. Ну просто состояние новой машины мне очень нравится. Honda Accord. Вот. Но стартер нужно сделать. Попробуем сейчас его снять. Если поймем причину, попробуем слетать в магазин автозапчастей, которых здесь очень много. Такие большие супермаркеты с запчастями, с аксессуарами. Тоже вам покажу. Попробуем найти запчасти сразу, поставить новые и буду летать дальше. Вот считайте, сколько полос сейчас. Не знаю, 7, может, или 8. Это такая, как объездная Сакраменто. То есть она бывает расширяется, бывает сужается там до 3-4 полос. По-разному. На данном участке дороги 65 знак стоит, но все едут, видите, под 80 почти. 75. Даже больше он обгоняет. Погодка, конечно, супер. Постоянно голубое небо. Ни облачка практически нет. Вдали виднеются горы. Я не знаю, видно вам или нет. Вот. И как только выходит солнце, сразу становится тепло. Ну, климат классный вообще. Мерседесов, BMW, конечно, поменьше, чем мы привыкли видеть в Европе. В основном здесь японцы, американские машины. Здесь нет таких марок, как Opel в чистом виде, Peugeot, Citroën. Я не знаю, вообще французские машины здесь есть какие-то или нет. Видите, вот эта полоса слева с ромбиком. Называется Carpool. Там можно ехать 2 и более человека в машине. То есть, вот, например, я водитель, и если я везу еще хотя бы одного пассажира, я уже могу по ней ехать. Особенно классно в час пик вечером, когда все забито, то та полоса движется немножко
быстрее. Это сейчас проезжаем пригород Сакрамента Роклин на пути в Лумис. Здесь, конечно, уже поинтереснее, почище, все поцивильнее. То есть стоит немножко сменить локацию или район, сразу становится очень приятно. Совершенно другая Америка. Вот. Красивая. Вот, например, смотрите, по правой стороне строят новые апартменты. Ну, квартиры по-нашему. Вот бы туда попасть внутрь и вообще походить бы там во дворе. Ну, выглядит неплохо. Так уже по-современному, по-европейски. Даже кирпичиком обложили первый этаж. Выглядит классно. Съехал с центральной дороги. Здесь начинается уже такое, как село, ранчо. Здесь такие дома с огромными территориями, по несколько гектар. Ну, сейчас увидите. Здесь такая прикольная местность, узкая дорога. Так, едешь, дорога виляет. Красиво. Ну, вот домик. Кони. Ранчо, настоящее ранчо. Ну и вот, смотрите, где люди живут. Прикольный домик, одноэтажный. Меня уже сразу встречают по красоте. Это механик на сегодня. Новая машина. Просто новая машина. Что можно еще сказать? Ну вот стартер немножко барахлит. Реально, ребята, очень классная машина. Я очень доволен. Ну просто класс. Вот я вам покажу, что у американцев дома. Запасные или дополнительные стиральные машинки зачастую. Дополнительный холодильник в гараже зачастую. Вот котел на газ, насколько я понял, на газ. Где-то есть баллон, который заправляется. Большой баллон на пропан вроде бы. И вот здесь все автоматически управляется. Вот такой пульт на стене. Сейчас 71 градус в доме. И на потолке есть вот такие выходы везде. По комнатам, по спальням. Отсюда дует либо горячий, либо холодный воздух, смотря как ты выбираешь. На обогрев, либо на охлаждение. Вот еще. И так далее. Что, сейчас снимешь меня, как будто я залажу под машину и типа работаю своими руками. В Америке я это потом вставлю на видео. Сейчас будем стартер снимать. Да, он выглядит как новый, я бы его даже и не трогал. Да, выглядит как новый. Да. Стартер такой маленький, меньше моей ладошки. Honda. Это клеммы, да? Разные. Сколько стоил такой наборчик? До 10 баксов, да? Ты уже прибарахлился, да, нужными вещами, смотрю. Ну, вот это у меня еще с Украины. С Украины привез? В чемодане? Молодец. Это все вы тоже с Украины привезли? Что? Весь инструмент. Я не вижу, чтобы оно тут сильно протертое, изношенное было. Я думаю, что это, ну, можно сказать, оно без износа. Вот это вот шток, он на сухую сейчас ходит. Я думаю, что его тоже надо вычистить и помазать. Бывает такое, что машина в основном ездит по городу, соответственно, много заводится, и стартер как бы изнашивается намного быстрее. Вся смазка, она в насыпи такой щеток. Но, соответственно, из-за этого хуже работает. И еще, скорее всего, что мы сейчас долезем до щеток, они, вероятнее всего, что будут уже стертые. Это все блестит, это все щетки. Медь, ну, с крошкой такой графитовой. Не стертые. Не стертые, не? Но вот может быть наша проблема. Вот каждая ламель вот эта, по которой бегает щетки, она должна быть полностью изолирована друг от друга. Вот как здесь они, видишь, проводки к ним подходят, они
изолированы друг от друга специальным клеем, компаудом, то вот здесь на ламелях отработки щеток, видишь, они забиты между, как бы в канавках между ламелями, видишь? И вот это же, ну, щетки, это только проводник. Сейчас мы это все вычистим, чуть-чуть шлифанем сами ламели. Должно все быть идеально чисто. В общем, вы поняли, друзья, к кому обращаться в Сакраменто. Если что, пишите в личку, я вам контактик скину. Прям очень грязный внутри. Посмотрите, сколько стружки, да? Из-под щеток. Нам нужно купить мелкую наждачку, чтобы прочистить ротор, да? Да. Сосед палит костер у себя во дворе. Пенек, да? Пенек? Пенек, да, выпаливает. Настоящее ранчо. Смотрите, как далеко расположены друг от друга дома. Вот пальмы прикольно. При въезде две, и возле дома две пальмы. На въезде во двор пальмы, да? А это, смотри, как эти пчелы, что ли, похоже на пчел. А мы вот едем и смотрим, что почти в каждом дворе свой ставок. А если в ту сторону, в обратную проехаться, в глубину этого поселка, там вообще очень красиво. Там и ставки, есть дикие огромные камни, такие прям видно мхом покрытые, ну, настоящих никто туда не привез. О, как они любят вот такие свои траки. Очень много вот таких пикапов. И SUV-шек больших. Дороги здесь, конечно, широкие, смотрите. Просто невероятно. Вот моечка. Машин, карвош. Топливо 4,19 на Шелле. С ума сошли, да? Дорого, дорого. Здесь да. марка 3,89, по-моему, или 79. Слышь, симпатичное здесь место. Реально все чистенько, красивенько. Это Walmart, здесь куча разных там фастфудов, мелких магазинов. Прикольно. Роклин. А, мы в Роклин приехали, да? И он Walmart. Вот он наш местный In-N-Out. In-N-Out. Ходишь сюда постоянно? Не пару раз был. И как тебе бургеры? Бургер хороший. Пока что, наверное, даже вкуснее, чем в Бургер Кинге здесь. Ну, картошка не Картошка очень. не понравилась, Картошка очень вообще сухая. какая-то сухая, пережаренная. Это просто жесть, невозможно есть ее. Смотрите, на какой огромной машине мы катаемся. Это GMC Yukon, да? XL, да? XL, Maxi база. Какого года? 2007. Это то же самое, что Cadillac Escalade этих же годов. Они вообще ничем не отличаются. Моя комплектация. Есть Юконы попроще, они сильно отличаются от Cadillac. Это то же самое, что Cadillac. И еще Chevy Suburban, Tahoe, то же самое. И сколько ты отдал на нее? Реально дешево, потому что я покупал ее в Орегоне. И в Орегоне цены на машины порядком дешевле. Я ее в Портленде нашел. Я в тот же вечер, когда выставили объявление, за ней поехал. И реально даже по тем ценам это было дешево. Я за нее отдал 5300. Стояла она 5900. Человек просто узнал, что мы с Украины, такой, да, без проблем, я вам 5300 могу отдать. У нее были небольшие проблемы, и кое-что еще осталось. Но здесь, в Сакраменто, таких цен нету. 10 и выше. Ну и комплектация жирнющая, конечно. Комплектация, Там по-моему, максимальная. 7 мест, кожа. Да, 7 мест. Много всяких этих классных вещей. Классный Walmart здесь, мне нравится, чистенький такой. Видишь, как сильно влияет район на вид, состояние магазина и товаров. И техника, телефоны, компьютеры, телевизоры, носки, трусы, инструмент. Вот строительный отдел, да. Наждачка, да, есть? Можно, в принципе, взять такую. Это не тоже грубо.
Нужно Вообще, мелко. чем мельче, типа, тем лучше. Хотя бы 1000, ну, я так вижу, что вот такой нету. Так что делаем? Едем в строительный? Да, наверное, придется в строительный. Нашли, да? 1000, 1500, 2 и 3. Ну, я думаю, что это слишком мелкий будет, а 1000 будет хорошо. Она на ощупь такая приятнее. Мы нашли в Walmart, но только автомобильном в автомобильном отделе. Приятненький такой Walmart. Чистенький, реально. Мне понравился. На входе поздравляют с Рождеством всех. Этой машиной перевезли всю мебель в дом, собрали. Просто сюда входит все, что хочешь. Кровати, матрасы залетают, диваны, уголки, столы кухонные. Все, короче, этой машиной перевезли. Ну, не было еще ни разу такого, чтобы мы зачем-то приехали, там, за каким-то диваном или еще что-то, и не влезло. Приехали к американцам за бесплатным матрасом с кроватью. Вот металлическая подстава. Вот такой дом. Вот как хорошо, ребята, иметь вот такую машину. Вэн 7-местный, огромный. Здесь вместится что угодно. Короче, занимаемся сборкой мебели и обставкой дома. Нормально. Значит, эту кровать нашли на маркетплейсе, на Фейсбуке. Просто по запросу матрас или bed frame. Это американцы, как я уже сказал. Отдали бесплатно, вроде в хорошем состоянии. Вот как здесь украшают дома. Ну, это еще, конечно, не самая красивая улица. Но уже постепенно готовятся к празднику. Там возле нашего дома очень красиво. Так что, народ, кто будет переезжать в Америку, рекомендую вначале брать вот такую большую машину, особенно если вы собираетесь обставлять свое жилье, в котором ничего нету. Очень удобно, я думаю, сюда войдет все что угодно, и диван, и уголок, но даже если за 2 раза вам придется съездить, это будет намного дешевле, чем вы будете заказывать какую-то доставку, искать какую-то машину, просить кого-то. С этим здесь сложно, поэтому нужно рассчитывать на свои силы. Это следующая поездка. Забрали кровать и еще пару матрасов. Это, кстати, двухспальный матрас. Двухспальный матрас. Это все бесплатно, да? По объявлению на маркетплейсе. Бесплатные вещи. Еле помещается в машину. Америка щедрая. Это сколько дней подряд уже ежедневно собираются вещи. Очередной диван, уже 2-й или 3-й, да? Несколько кроватей, несколько матрасов. Большая семья, короче, большой дом, и все нужно. Так что, ребята, на первое время рекомендую GMC Yukon, да? Yukon XL. Показываю Виталию диванчик угловой. Еще и место осталось, куда подушки накидать. Хорош, хорош. Як новый, да? Разобрали мне стартер полностью. Плохой контакт. Плохой контакт в этом месте, да? Приехали в автомагазин Автозон, поищем ремкомплект, может, там, где будут щетки и медяные вот эти вот уголки, чтобы не химичить, ничего не вырезать. Самому лучше найти, конечно, оригинальную часть. Масла, фильтра, аксессуары, запчасти заказать можно здесь на месте. Вообще классный магазин. Ну и таких много на самом деле. Посмотрите. Сейчас здесь попробуем узнать за мою запчасть для стартера. Electric, yeah, you know.
В общем, на месте ничего нет, можно купить только целый стартер у них заказать, да? Да. Отдельно запчасти для стартера, они говорят, мы больше не продаем. Это сеть. Ну, я так понимаю, что все большие сети, типа Автозон, Урайли и так дальше, они, скорее всего, им это не интересно, им выгоднее продать целиком запчасти. Либо просто сами схимичим, какую-то медяшку сделаем, загнем. По сути, там и есть медяшка, которая нам нужна. И всё, по сути. И будет работать еще. Хоть Америку вам покажу, пока ищем запчасть. Сейчас приехали в строительный, называется Home Depot, да? Угу. Поищем какую-то медяшечку, да, чтобы согнуть ее и будет работать, да, Эдуард? Нужно будет съездить, если что, на Джанту. А сегодня мы не съездим, сегодня суббота, наверное, уже все. Да, они закрываются. Поехали, поехали. I'm just getting this. They don't have. В строительном тоже куча всего. Мы точно стартер ремонтируем? На Хонде? Не подходит. Не подходит. Ну вот смотри, какая толщина вообще офигеть. Сколько? Может вот эту? 4, 5, 5 наверное, баксов. Да, надо подешевле что-то, Эдуард. 5 долларов. Надо что-то подешевле. Я согласен, что надо. Она на бахтик. Не, на тонкая. Да, она не сильно тонкая, подойдет. Я бы вот эту взял лучше. Не понимаю. Ну, а есть такой потолще? Это, наверное, Это не подойдет. Купили вот такую медяную трубку небольшую, попробуем из нее поремонтировать стартер. Правда, не знаю еще, как получится. Не знаю, ну непривычно, необычно. Вы всегда так делаете? Да. 4 бакса это стоило. Сейчас разрежем, раскроем, загнем, просверлим. И будет работать стартер как новый. Украинский флаг. Но вот этот паз, ты думаешь, что его выпалило, да? Проблема была вот этом, скорее всего, что здесь Да, какой-то скорее плохой всего. контакт. Что, шайбу переворачиваем, да? Конечно, вот этой стороны ставим. Чтобы контакт был лучше. Короче, стартер будет как новый, да? Ну, Скоро будем собирать. Эту, получается, часть щеточную уже собрали, как вы поняли. Эту шайбу перевернули, а вот тот уголок полностью воссоздали новый. Ну все, да? да. Стартер, получается, ты скручиваешь и можно вешать, да? Скручиваю, сейчас помажу там масличком, где ходит у него утягивающее. Тут не смазкой надо мазать, а чуть-чуть масличком. И все. Как вы думаете, будет работать или нет стартер, как нужно? Вот с этого кусочка выпилили, вырезали, высверлили и сделали вот такую вот запчасть. Последние штрихи, да? Приготовление. Машинка стоит на домкрате на черном двухпоршневом, $140 стоил. Кому интересно. А этот красный страховочный. Ну что, момент истины настал. Стартер повесили на место. Пробуем заводить, да? Ну что, пробую. Что-то какой-то звук такой был. Как-то не по-обычному заводилось. Хороший звук, Хороший? смазанный, Смазанный, да? Он когда стартер смазанный, он так приятно работает. И еще 4-й раз. Да ты шо, вообще огонь. Вот так, друзья, заканчивается этот влог. Мы с Эдуардом сейчас перекусим, приломим хлеб. Выражаю огромную благодарность Эдуарду и
еще напарник один был Ссылочка с нами, да. описании. Кому нужна будет помощь в Сакраменто и в округе с ремонтом автомобиля. Золотые руки просто. Эдуард доказал свой профессионализм, свою верность и преданность этому. Но мы не всегда Этому вообще-то, ремеслу, а? ремонтируем машины какими-то водопроводными трубами. Не всегда, да? Это редко. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось это видео, пишите свое мнение в комментариях. И до новых встреч. Пока.